Мир всем, друзья мои. Давненько не было никаких видео, но у нас, к сожалению, целый месяц шел дождь. Вот. Теперь наконец немножко стало по суше. Появилась возможность выехать. И я решил, пока есть время, снять короткое видео. И сегодня мы поговорим о периодизации. Коротенько сегодня пройдемся по основным моментам. Вот. И записывать видео придется, наверное, на ходу, потому что останавливаться довольно холодно, потом ехать. Надеюсь, ветрозащита на камере сработает как надо, и все будет слышно. Но если что-то не будет слышно, я постараюсь продублировать титрами. Так что погнали! Итак, что же такое периодизация и с чем ее едят? Еще в советские времена тогдашними советскими тренерами было сделано такое открытие, что если велосипедисты зимой переходят, допустим, на лыжи или конькобежный спорт, или, то есть меняют немножко свой тренировочный процесс, меняют немножко нагрузки, так сказать, сферу деятельности, то в сезон они показывают лучшие результаты. Научного объяснения, в принципе, это не нашло, так и в советском спорте, насколько я знаю. Вот. Но так как тогда был еще соцлагерь, и методы тренировки советских спортсменов зачастую перенимали в соседних социалистических республиках. Вот. И таким образом этот метод перекочевал в Румынию, если я не ошибаюсь. Вот. Его перенял румынский тренер, правда, не помню его сейчас фамилию. Вот. Потом уже у него ознакомился с этим методом, наверное, всем уже известный Джо Фрил, автор книги «Библия велосипедиста». Вот. Поставил это все на научную основу, провел ряд исследований и усовершенствовал. Теперь, в принципе, практически все профессиональные велосипедисты и любители, те, кто более-менее серьезно занимается, все используют эту систему. Как вы уже поняли, наверное, заключается она в том, что весь годичный цикл тренировок делится на периоды. И в каждые периоды тренируются определенные возможности, силовые, выносливость, скорость и так далее. И постепенно спортсмен выходит на пик именно в то время, когда в его гоночном календаре намечаются соревнования. Вот. И показывает наилучшие результаты. Но мы сейчас не будем говорить о профессиональном спорте и всех этих циклах. Более подробно мы разберем как-нибудь в другом видео. Я сейчас просто хотел немножко приободрить свою публику в связи с тем, что в этом году как-то зима неожиданно настала в сентябре, по крайней мере у нас. Довольно холодно, такие зимние температуры. Целый месяц почти шел дождь. Вот буквально пару дней только как сухо. И в такие дни многие впадают немножко в хандру. А все из-за того, что тренировочный, гоночный
мотоцикл или как-то. Все оборвалось неожиданно. Ведь по сути сентябрь это сезон гонок. Во всяком случае у нас обычно больше всего именно в сентябре их проходило, потому что более комфортная температура, летняя жара спала, холодов, дождей нету. У нас сентябрь всегда считался самым сухим месяцем, и поэтому можно было смело в календарь заранее вносить гонки. Ну и даже если вы не участвуете в гонках, как бы вот вы тренировались, и бац, 1 сентября включили холод, включили душ, и все, и у вас нет возможности в течение нескольких недель выезжать на велосипеде. Да, это, конечно, серьезный удар такой по психике. Вот. Но не стоит расстраиваться и отчаиваться. Всегда есть выход. Вообще, всех велосипедистов условно можно разделить, наверное, на две группы. Одна — это меньшинство, меньшевики, так сказать. И это те, кто обладает двумя такими качествами, как фанатичная преданность велосипеду, и второе качество, не менее важное, устойчивость к любым метеоусловиям. В этом случае, как правило, велосипедисты продолжают выезжать в любую погоду. Там одежда, снаряжение, на велосипед что-то там навешивают, чтобы как-то защититься, и вперед. Но, увы, это, как я сказал, уже меньшинство, наверное, 5-10% по моим подсчетам. Основная же масса все-таки в такую погоду не выезжает. А большевики обычно пересаживаются либо на станок, либо начинают бегать, ну или зимой там, кого позволяет климат, на лыжах кататься. Я имею в виду беговые лыжи. Горные лыжи вам здесь не помощник совершенно, даже наоборот. Хороший способ убить свои колени, особенно по неопытности. Так что не могу их рекомендовать. Так, на любителя, если кто-то катается, то без проблем. Ну, начнем со станка. Что касается меня, то это орудие пыток я, честно говоря, немножко недолюбливаю. И пользуюсь им в крайних случаях, только когда на улице совсем все плохо. Я предпочитаю аутдор. Вот. Но две вещи, несомненно, в двух вещах, несомненно, станок может оказать очень хорошую помощь зимой, не сезон. Первое — это тренировка педаляжа. На станке это очень легко сделать, натренировать, в отличие от трассы. Есть даже специальные программки, учебные видео. И второе — это внести изменения в посадку свою. Если вы за тренировочный год улучшили, может быть, свою гибкость, можно, допустим, немножко руль опустить или еще какие-то изменения, что-то поднять, что-то пододвинуть и так далее. Все это лучше делать не в сезон, и удобнее всего это делать на станке. Поэтому вот эти два преимущества при всей своей нелюбви к станку отмести не могу. Поэтому он у меня есть, и я им пользуюсь, но не часто. А так, лучше всего, я считаю, это занятие другими аэробными видами спорта, такими как бег, плавание. Кстати, в любую погоду бассейн как бы крытый, поэтому препятствий нет. Очень хорошая вещь. Вот. Также
для тех, у кого сила слабое место, очень рекомендуется походить в тренажерный зал и поработать именно с ногами. Также прокачать кор. И не помешает тоже никому. Так что заняться будет чем, было бы желание. По этому поводу хандрить не надо. Я заметил такую вещь, что некоторые даже, которые весной только купили велосипед, вроде бы усердно начали заниматься, все хорошо. С наступлением холодов не просто его зачехляют, а уже поговаривают и подумывают о том, чтобы его продать. Ну, ребята, я вам скажу, это вообще не серьезно. Вам надо не продавать свой шоссейник, а вам лучше приобрести горный велосипед, который будет более универсален там и по снегу, и по грязи, и, как говорится, использовать его вовсю. И это вот еще один вид, который очень хорошо зимой помогает прокачаться. Горный велосипед. Катайтесь по снегу, по сугробам. Это очень хорошо прокачивает технику. Вы учитесь удерживать велосипед на скользком покрытии. Поверьте, на шоссе это тоже очень сильно выручает. Не верите мне, посмотрите последнюю гонку Париж-Roubaix, которая прошла вот буквально на прошлой неделе. Те, кто пришел из циклокросса, из МТБ, они лучше держатся на такой грязном, скользком покрытии, чувствуют себя гораздо увереннее, чем те, которые никогда не юзали горный велосипед или циклокросс. Так что было бы желание, а заняться есть чем. Вперед, друзья мои, вперед. Не унывать, на велик и вперед. Итак, друзья, если это видео вам было полезно, не забывайте жмякать лайк, подписываться на канал, стучать в колокольчик, ну и все прочие дела. Я считаю, если хоть один велосипедист, посмотрев это видео, передумал продавать свой велосипед и вышел на улицу в кроссовках побегать, значит, это время потрачено не зря. Всем мир!